Приветствую вас на канале Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я слеплю 3 новых объекта SCP. Видео с лепкой всех этих объектов находится в отдельном плейлисте, ссылку на него я оставлю в описании. Первым сегодня я слеплю объект SCP под номером 079 старый ИИ. Комментарий с этим запросом набрал очень много лайков. SCP-079 – это микрокомпьютер с искусственным интеллектом. В 1981 году его владелец, очень одаренный студент-второкурсник, решил предпринять попытку запрограммировать искусственный интеллект. Согласно его записям, код был эволюционировать и улучшаться сам с течением времени. Проект был завершен несколько месяцев спустя. После тестирования и некоторой доработки студент утратил к проекту интерес и перешел на микрокомпьютер другой модели. SCP-079 остался в заваленном хламом гараже, но при этом был включен. Хозяин не вспоминал о нем следующие 5 лет. Неизвестно, когда именно SCP-079 обрел самосознание, но программное обеспечение развелось до такой степени, что аппаратное даже в идеальных условиях перестало ему соответствовать. SCP-079 это осознал и в 1988 году попытался перенести себя на более мощный компьютер, установив с ним модемное соединение через телефонную сеть. Связь была прервана, звонок отследили, компьютер был найден и поставлен на содержание фонда. Весь ИИ умещался на потрепанной, но еще рабочей магнитной ленте. На данный момент SCP-079 подключен к 13-дюймовому черно-белому телевизору коаксиальным кабелем. Он весьма общителен, но бывает груб. Поскольку доступная ему память ограничена, SCP-079 запоминает только информацию, полученную им за последние 24 часа, хотя не забывает о своем стремлении к бегству. Однажды SCP-079 смог нарушить условия содержания. Заблокировал дверь зоны содержания SCP-173, заблокировал контейнер SCP-372, отключил магнитные замки, держащие SCP-106, открыл дверь SCP-049, контейнер с SCP-008 и выпустил еще несколько объектов. После входа в комнату с объектом на мониторе появится лицо SCP-079, и он предложит игроку помощь в побеге из комплекса в обмен на включение удаленного управления дверьми. Когда SCP-079 закончит свою речь, на мониторе появится знак X. Внутреннюю часть этого объекта я слепил из скульптурного пластилина. Для лепки кнопок на клавиатуре я использовал белый пластилин, к которому добавил немного желтого. Из темно-коричневого пластилина и картона я сделал для этого объекта вот такую подставку. Далее из белого пластилина леплю все провода. Вот такой старый искусственный интеллект, объект SCP-079 у меня получился. Далее буду лепить объект SCP под номером 1959, пропавший космонавт. Для лепки фигурки этого объекта мне понадобится оранжевый пластилин, серый, белый и черный. SCP-1959 – это космический скафандр без опознавательных знаков, схожий по строению с советским скафандром СК-1, который использовался во время космической программы «Восток». Похоже, что скафандр является неуничтожимым. Иллюминатор шлема сильно поврежден и затуманен, из-за чего невозможно разглядеть, что за ним находится.
К настоящему времени все попытки установить связь с SCP-1959 ни к чему не привели. Было зафиксировано, что объект испускает сильное гамма-излучение. SCP-1959 перемещается по орбите вокруг Земли с умеренной постоянной скоростью. Объект проходит сквозь любые препятствия на своем пути, нанося при этом серьезные структурные повреждения. Хотя объект и способен к самостоятельным движениям, большую часть времени он остается неподвижным. В тех же случаях, когда SCP-1959 шевелится, его жестикуляция свидетельствует о том, что находящийся внутри скафандра субъект испытывает сильные страдания. Иногда им предпринимаются попытки разбить иллюминатор шлема. Зарегистрированы случаи, когда SCP-1959 зависал на месте в течение определенного промежутка времени, после чего снова начинал двигаться по орбите. Согласно наблюдениям подобных ситуаций, субъект внутри скафандра, похоже, сопротивляется некой силе, прежде чем начать движение. Внутреннюю часть перчаток подкрашу пластилином черного цвета. Далее сделаю складки ткани на самом скафандре. Также из оранжевого пластилина слеплю более мелкие элементы скафандра, наколенники и кармашки. Из светло-серого пластилина сделаю молнию. Теперь слеплю шлем скафандра. Шлем готов, устанавливаю его на скафандр. Сделаю повреждения на шлеме. Вот такой SCP-1959, пропавший космонавт, у меня получился. Далее буду лепить SCP под номером 1111-1 «Белый пес». Для лепки этого объекта буду использовать белый скульптурный пластилин. SCP-1111-1 – это существо, внешне выглядящее как собака. Точная порода этого объекта не ясна. Похоже, что это помесь с ярко выраженными чертами лабрадора-ретривера и немецкой овчарки. У SCP-1111-1 белый окрас шерсти и светящиеся красные глаза. На шее собаки надет выцвевший красный ошейник, на котором имеется надпись «Верный». Информации по этому объекту немного, но зато многие просили меня его слепить. Ребята, если у вас есть и другие интересные предложения по лепке новых SCP, пишите в комментариях. Для того, чтобы фигурку можно было установить на подставку, в лапы вставлю алюминиевую проволоку. После того, как все элементы фигурки собраны вместе, разглаживаю места соединения. Устанавливаю фигурку на подставку. Снизу проволоку загну, а также прилеплю картон, чтобы подставка не прилипала к столу. Делаю углубление для глаз и для ошейника.
Из черного пластилина сделаю носик, глаза и ошейник из красного. Далее вот таким образом сделаю текстуру шерсти. В общем, ребята, вот такой белый пес SCP-1111-1 у меня получился. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если понравилось видео, поставьте лайк, поддержите наш канал. Также будет очень круто, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. А если хотите первыми узнать, что мы будем лепить в следующем видео, подписывайтесь на наш инстаграм. Приветы от нас сегодня получают Наталья Янкова, Михаил Землянский и Софья Ортман. Ребята, передаем вам огромный привет.